Смотрите во второй части программы. Почему свидетель Тихонов при допросе иногда терял память? Как он не мог не знать, что 20% нефти, которая проходит по трубопроводу, она поставляется от ЮКОСа. И что на тот промежуток времени никакой недостачи там не обнаружилось. И ответы на вопросы, которые вы не побоялись задать о деле Ходорковского-Лебедева на нашем сайте. Те же опросы социологическое общественное мнение показывают, что симпатии к Ходорковскому в обществе растут. У нас же закон такой, судья сам разрешает отвести себя либо нет. Вы, Андрей Андреевич, анализируете то, как ведет себя группа Шохин, Лахтин и Ибрагимова уже довольно давно и следите за процессом. Вот каким выводом вы пришли за это время об этих людях? Понимаете, ведь Вышинский демонстрировал свою ненависть там, к обвиняемому в процессе не потому, что он лично с ними что-то не поделил, а потому что он знал, что так к ним относится товарищ Сталин. И также и эти, как я их сокращенно называю, ШИ, Шохин, Лахтин и Ибрагимова, они тоже транслируют, в общем, в ходе процесса, конечно, у них выработалась и неприязнь к обвиняемым. Ну, понимаете, неприятно, когда полгода ты наблюдаешь, скажем, интеллектуальное и нравственное превосходство каких-то людей над собой. К ним, естественно, проникаешься не самыми добрыми чувствами. Но если говорить вот о личностной, о политической составляющей, то, конечно, все, что происходит с Ходорковским с 2003 года, это вопрос личного отношения к нему Владимира Путина, конечно. Это была такая первая встреча Путина с бизнесменами, и Ходорковский поставил очень принципиальный вопрос, который имеет значение для всего развития страны. Нужно, чтобы ваши чиновники прекратили воровать и брать взятки. Если бы Путин реагировал как государственный деятель, он должен был бы поддержать Ходорковского, и они были бы союзниками в том преобразовании системы нашей экономики. А Путин повел себя как глава той бюрократии, которая берет взятки и ворует. Михаил Борисович нащупал, оказывается, сам того не подозревая, самое болезненное место всего путинского режима и питерской бригады. Они придумали вот эту комбинацию невероятного личного обогащения, когда вот правильно выбранные олигархам выдаются деньги. Все, что у нас с тех пор происходит, вот этот капитализм путинских друзей, он требует держать Ходорковского в тюрьме. События очень быстро развиваются. Ведь посмотрите, кроме процесса Ходорковского идут и другие очень интересные вещи. Вот год назад, посмотрите помните нашу пропаганду год назад, особенно после грузинской войны. Это была полная эйфория. Встаем с колен. Путин и Медведев разъезжали по всему миру, читали лекции об островке стабильности в бушующем море экономических кризисов. Чего там только не было. Рубль, резервная валюта, Москва, валютный центр, Нью-Васюки и так далее. Сейчас же настроение совсем другое. Сейчас что пишет Медведев в своей статье «Вперед, Россия», что ему досталось от предшественника отсталая сырьевая экономика, системная коррупция, неразвитая демократия. Вы знаете, я не исключаю, что настанет такой момент, когда Путин и Ходорковский просто поменяются местами. Ну, об этом тоже говорят. Я хочу вернуться к процессу и спросить вас, Наталья, о том, как все-таки развивались довольно интересные события вокруг свидетеля Тихонова, который подтвердил фактически доводы защиты и совершенно не помог обвинению, как выяснилось. Его Михаил Борисович назвал подставным свидетелем и отказался задавать ему вопросы. Четко позиция свидетеля какая? Вот я отвечаю на вопросы обвинения, я все помню. Все помню, все в подробностях, все замечательно я помню. Стали вопросы защиты. Вопросы защиты он потерял память. Дезориентация произошла. Произошла дезориентация, хотя, в принципе, свидетель, он мог бы пояснить. Человек был членом советов директоров и в Транснефти, и в Роснефти, и от государства, то есть представителем государства, и, соответственно, владеет информацией о движении этого сырья. В частности, он мог пояснить, что и знал, как он не мог не знать, что 20%
нефти, которая проходит по трубопроводу, она поставляется от ЮКОСа. И что на тот промежуток времени никакой недостачи там не обнаружилось. Соответственно, у человека сразу отбила память. Ваш отец был юристом и работал в Верховном суде СССР. Вот наверняка вы знаете какие-то истории о том, как тогда совершалось правосудие. Сегодня известно, что оправдательных приговоров меньше 1%. Говорят, что это меньше, чем в сталинские времена. Мой отец был очень известный профессор уголовного права, член-корреспондент Академии наук, и он был единственный в истории Советского Союза беспартийный член Верховного суда. 4 года, с 46 года по 50-е. Его имя приходили вот эти письма заключенных о несправедливых, причем, такого уголовного характера очень много. И он очень внимательно с ними разбирался. И у нас дом был, где жило еще несколько членов Верховного суда. И вот они собирались часто в нерабочее время, обсуждали все это. И они ставили вопросы в коллегии Верховного суда по уголовному. И очень во многих случаях, вот по письмам заключенных, Верховный суд, члены Верховного суда могли добиться, чтобы Верховный суд пересматривал это дело. И такие оправдательные приговоры были. Я просто помню лично, когда добивались такого смягчения приговоров или освобождения. На нашу программу пришли вопросы из интернета. Я прошу вас в режиме Блица на них ответить. Спрашивает Михаил, неужели те, кто представляют обвинения на процессе, они не ведают, что творят? У них строгая установка, вот у меня, как у адвоката сложилось, заболтать. То есть уйти в сторону от обвинения. Пожалуйста, давайте выясним личные отношения, давайте поговорим об этом, давайте посмешим публику, но не заниматься тем, чем должны заниматься в процессе. Мне кажется, у них просто нет чувства исторического времени. Вот для того же Вышинского позор наступил после смерти. А вот я уверен, что для госпожи Ибрагимовой и для ее коллег они еще доживут до собственного позора. Есть ли в России политическая партия, способная адекватно включиться в политическую борьбу за судьбу данного политического процесса? Это и партия «Яблоко», и партия Костьянова, и объединение «Солидарность». И я думаю, что их усилия не бесплодны. Вот те же опросы «Социологическое общественное мнение» показывают, что симпатии к Ходорковскому в обществе растут. Почему на процессе Ходорковского-Лебедева не могут добиться отвода наших, в кавычках, замечательных прокуроров и судьи? Были такие ходатайства? Я уже, знаете, по-моему, у нас это было заявлено 3 или 4 отвода. Я сейчас не буду точно говорить цифры. Заявлялись отводы к прокурорам. Но у нас ответ судьи. Не имеется законных оснований, точка. А отвод судье? Отвод судье был тоже первоначально заявлен на стадии после предварительных слушаний, насколько я помню. У нас же закон такой, судья сам разрешает отвести себя либо нет. Вадим Клюмин, адвокат Михаила Ходорковского, а в прошлом следователь и народный депутат, после того, что случилось на этой неделе на процессе, отметил, что общество находится у последней черты. Но шанс породить однокоренные понятия право и правду все-таки есть. И по его мнению, для начала нужно перестать стыдно не замечать неправду, тем самым потворствуя ей. Вот я хочу вас спросить, как противостоять намеренному разъединению права и правды на примере вот этого конкретного процесса? Правильно, Солженицын еще об этом сказал лет 30 или 40 назад. Не жить по лжи. Медведеву это повторять. И когда он еще раз, не стесняется сказать: Дмитрий Анатольевич, это неправда, Дмитрий Анатольевич. Вы лжете или вас неправильно проинформировали. Вот текст Конституции, вот текст закона. Он уже юрист. Вы можете, по римскому праву. Вы можете помиловать Ходорковского росчерком пера. Для этого, может быть, стоит, вы сказали о римском праве, вспомнить, что это булгаковское, что самое большое преступление – это трусость. Что же, я благодарю участников этой программы и напоминаю, что для того, чтобы замечать неправду и открыто говорить о том, что происходит в Хамовническом суде, мы встретимся здесь через неделю. С вами была журналист Дарья Пыльнова. До свидания.